Здравствуйте, уважаемые рукодельницы, гости моего канала. В данном видеоуроке будем вязать вот такой вот рельефный двусторонний узор. Он с двух сторон. Вот такой вот объемный. Смотрите, вот такие вот ромбы. Очень популярный узор на Pinterest. То есть таким узором вяжут наволочки на подушки, вяжут пледы. Не точно таким, а похожим. То есть вот эти ромбы можно делать поменьше. У меня, смотрите, я нарисовала вот такую вот схемку в программке Stitch Fiddle, да, где как бы сам ромбик состоит из 7 клеточек, да, то есть они у меня вот такие вот длинные, объемные. Вы же себе, я сейчас покажу, как я вяжу такой узор, а вы можете использовать для таких ромбиков не обязательно 7, 5, 6 клеточек, смотря из чего вы будете вязать. Так, схемку рисовала, да, в программе Stitch Fiddle. Для работы нам понадобится шнур. Я буду вязать из шнура Caramel Baby 2 мм и вязать буду крючком номер 3,5. Узор вяжется довольно-таки просто. Это с первого взгляда, может быть, кто не знаком, кто никогда не вязал узор шахматка, может, для вас это кажется сложным, но в принципе вот такой вот получается двусторонний. Смотрите, у меня вот этот мой образец, который я вязала, да, я его не разглаживала, поэтому он вот такие вот, они у меня объемные ромбы. В принципе, его можно отпарить, и тогда тоже узор будет выглядеть вот в таком вот как бы растянутом виде. Смотрите, какие объемные эти ромбы. Причем они одинаковые, что с одной, что с другой стороны. Так как я люблю вязать по схемам, а не по описанию, я расскажу вам, как вязать такой узор по схеме. Смотрите, раппорт узора составляет вот в высоту 13 рядов, да, и в ширину 14, так как первый ряд и последний ряд у меня кромочные. Я здесь как бы приблизительно вам описала. Вот мы начнем вязать с первого ряда. Пускай все ряды, которые нечетные, они у нас будут лицевыми, а те ряды, которые четные, они будут изнаночными. И я здесь себе написала обозначение, что пустая клеточка — это в лицевых рядах, это у меня изнаночные рельефные ряды, заполненная клеточка — лицевые рельефные ряды в лицевых рядах. Лицевые все у меня 1, 3, 5, 7. В изнаночных рядах все наоборот. Я сейчас покажу, как вязать, вы все поймете. Итак, первый ряд, он у нас будет, как бы сказать, нулевой. То есть мы просто провяжем столбики с одним накидом, а далее уже начнем вязать с первого ряда. Так, и изначально мы набираем воздушные петли. Да, для того, чтобы в первом нулевом ряду нам провязать 30 столбиков с одним накидом, нам надо набрать 28 воздушных петель, плюс 1 кромочная и плюс 2 воздушные петельки, которые формируют искусственный столбик с одним накидом. Итого, чтобы в нулевом ряду у нас получилось 30 столбиков с одним накидом. Итак, набираем. Так, набираем, да, 28 воздушных петель плюс, так, 1, 2, 28, да, и должно быть 2 кромочные. Так, набираем 1 воздушную петлю, это 1 кромочная, и 2 воздушные петли, это как искусственный столбик с одним накидом. Вот так мы вот эту петельку придерживаем и 2 воздушные. Делаем накид и 1, 2, в третью петельку мы провязываем. То есть у нас в этом нулевом ряду, как я уже говорила, должно получиться 30 столбиков с одним накидом, учитывая вот этот вот искусственный столбик из 2 воздушных петелек. Итак, провязываем наш этот нулевой ряд.
провязываем самостоятельно до конца ряда. Итак, свой первый нулевой ряд, да, который состоит из 30 столбиков с одним накидом, 30 это вот эти вот наши 2 воздушные петельки, я связала. Теперь переходим к вязанию по вот этой вот схемке и начинаем с первого ряда. Так, первая и последняя петелька в моей схемке это обязательно кромочные. То есть мы просто набираем 2 воздушные петли. Раз, два. Вот это наша первая петелька. Это наша кромочная, которая состоит из 2 воздушных петель. Вот сюда уже мы ничего не провязываем. Далее по схеме у нас идет 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 в лицевых рядах, а это у нас лицевые ряды нечетные, да, это у нас изнаночные рельефные ряды. Вот я сверху обозначила, да, что пустая клеточка, изнаночные рельефные ряды. 6. Как мы их провязываем? Делаем накид и крючок заводим вот так вот с изнанки, с обратной стороны. Вот это у нас изнаночные рельефные столбики с одним накидом. У нас их 6. 2. 3. 4. 5. И 6. Далее у нас идет одна клеточка темного цвета. Лицевые рельефные столбики с одним накидом. Так, делаем накид и наш столбик охватываем спереди. Это у нас лицевой рельефный столбик. Для этого узора мы будем провязывать только изнаночные рельефные столбики с одним накидом и лицевые рельефные столбики с одним накидом. И все. Далее снова светлая клеточка. Заводим с изнаночной стороны. Да, это изнаночный рельефный столбик с одним накидом. И 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 темных клеточек это лицевые рельефные столбики с одним накидом. Лицевые это мы охватываем наш столбик с накидом предыдущего ряда спереди. 2, 3, 4, 5, 6. Вот видите, уже потихонечку начинает у нас что-то формироваться. Так, далее у нас снова идет 6 светлых клеточек. Это 6 изнаночных рельефных столбиков с одним накидом. Захватываем столбик с изнаночной стороны. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Одна темная клеточка, это лицевой рельефный столбик далее. Снова светлая, изнаночный рельефный. Угу. И далее снова у нас 6 темных клеточек, 6 лицевых рельефных столбиков с одним накидом. И последняя кромочная. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
да, и кромочная петелька, это столбик с одним накидом, провязывается. Вот у нас 2 воздушные петли, провязываем за вторую петельку. Все, первый ряд мы провязали. Вторые ряды у нас изнаночные ряды, и в изнаночных рядах у нас все да наоборот. То есть где заполненная клеточка, это у нас изнаночные рельефные ряды, а пустая клеточка лицевые. То есть мы как бы идем с изнанки и логично, то есть вяжем все наоборот. Идем второй ряд, у нас снова первая петелька, она у нас кромочная, то есть мы набираем 2 воздушные петли. Вот, видите, сюда больше ничего мы не провязываем. И у нас идет 5 клеточек темного цвета. Это изнаночные рельефные ряды. Ну, так как у нас это изнаночный ряд уже, да, то есть клеточки наоборот мы считаем, мы провязываем 5 изнаночных рельефных столбика с накидом. 2. 3. 4. 5. Далее 2 клеточки незаполненные в изнаночных рядах, это лицевые. Так, смотрите, вот эту провязываем с лицевой стороны, и следующую петельку тоже провязываем с лицевой стороны, как бы начиная формировать наши ромбы. По картинке видно, да, что это ромбы. Так, далее снова 2 заполненные клеточки, 2 изнаночных рельефных ряда и 5 лицевых. Накид, 2 изнаночных. Раз. Заводим с изнанки. И 5 лицевых. Два. 3. 4, 5. Так, далее снова мы смотрим, что у нас 5 темных клеточек, 2 светлых, 5 изнаночных, 2 лицевых. Изнаночные рельефные с изнанки. Раз. 2. 3. 4. 5 изнаночных и 2 лицевых. Снова 2 изнаночных, 5 лицевых. Темные клеточки в изнаночных рядах, в изнаночных рядах, да, изнаночные рельефные. Так, 2 изнаночных. Мне по графику, по схемке очень просто и легко, чем, скажем так, по описанию, допустим, да. Я себе начертила схемку, и по ней легко вязать. 3. 5. Все, последнюю кромочную провязываем столбик с одним накидом и за вторую воздушную петельку. Так, это мы провязали 2 ряда. Уже наши рельефные рисунки, они выделяются. Теперь я все, конечно, вязать не буду. Я еще раз вам покажу. Вот 3-й ряд. Допустим, мы с вами вяжем 3-й ряд. У нас снова лицевой ряд.
А в лицевых рядах заполненные клеточки лицевые рельефные, пустые клеточки изнаночные рельефные. Значит, первая кромочная и раз, два, три, четыре изнаночные рельефные столбики с одним накидом. Так, 2 воздушные петли, кромочная наша. Да, и еще раз посмотрю, сколько. 4. Так, 4 изнаночных рельефных столбика с одним накидом. 1. 4. 3 заполненные клеточки. 3 лицевых рельефных столбика. Раз, два, три. Далее 3 пустые клеточки, изнаночные рельефные, 4 лицевых. Раз, два, 3 изнаночных рельефных, да, и 4 лицевых. Оно, в принципе, по рисунку уже видно, что как должно вязаться, да. Вот видите, как получается. Ну и то же самое следуем далее. Так, третий ряд, да, 4 изнаночных рельефных столбика. Три лицевых. Так, 3 изнаночных, 4 лицевых. Раз. Три. Два. Три. 4. И кромочная накид. И во вторую воздушную петельку. Вот, видно, как начинает складываться у нас узорчик, формироваться. Все далее, все таким же образом, как я вам и рассказывала. Основную суть я донесла. То есть сейчас 4-й ряд у нас изнаночный, кромочный набираем 2 воздушные петли. И далее в изнаночных рядах темные клеточки, это у нас изнаночные рельефные столбики. 3 изнаночных, 4 лицевых. Вот. И, в принципе, связав, вот, например, образец, вы рассчитываете, сколько вам надо для вязания, например, того же пледа, той же наволочки. Да, вы можете себе рассчитать вручную, ну, сколько у вас там, в скольких рядах, сколько сантиметров. И составить схемку, допустим, ориентируясь на мою, тоже, опять же, вручную. Если вы хотите составлять схемки в программе Stitch Fiddle, пожалуйста, у меня на Boosty есть платный видеоурок. Ссылку на Boosty я оставлю в описании под данным роликом. По желанию, если вы хотите, то, пожалуйста, приходите, там все подробно рассказала. Так,
Вот такой вот получается у нас узорчик. Опять же, его, еще раз говорю, что можно отпарить, да, тогда, ну, все равно вот эти вот наши ромбы, они будут рельефными, они будут выделяться. Я свой образец не отпаривала. Узор двусторонний. Вот эти ромбы могут быть, это я начертила их, что у меня тут шаг в 7 клеточек, да, вы же можете их сделать там 6-5 клеточек, но я просто пробовала, и, ну, мне больше нравится вот такой вот эффект, когда у меня ромбы, они вот такие большие, вытянутые. То есть сам принцип вязания данного узора я вам объяснила. Поэтому, если вам был полезен мой видеоурок, мастер-класс по вязанию вот такого замечательного популярного узора. Узора популярного в Пинтересте очень много просто. Подушечек связано таким узором, которые продаются на Etsy. Сам узор продается. Поэтому ставьте, пожалуйста, ваши лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.